Лето в городке Милбрук, что в канадской провинции Онтарио, в тот год выдалось по-настоящему изнуряющим. Солнце висело в зените, превращая воздух в густое дрожащее марево, в котором, казалось, застыло все живое. Птицы умолкли, спрятавшись в густых кронах кленов, и даже вездесущие насекомые лениво жужжали, словно им не хватало сил на полет. В такие дни время на фермах течет иначе. Оно растягивается, подражая медленному ритму жевания жвачки и неспешным взмахам коровьих хвостов. Дэйв, человек, чье сердце всегда принадлежало искусству фотографии и тихим радостям наблюдения за природой, ехал по проселочной дороге на своем стареньком внедорожнике. Он не был фермером и не имел никакого отношения к сельскому хозяйству, но он обладал тем редким качеством, которое сегодня встречается все реже – умением замечать детали, которые другие пропускают на ходу. Проезжая мимо пастбища, примыкающего к небольшому пруду, Дэйв затормозил. Картина была слишком живописной, чтобы просто проехать мимо. Стадо молочных коров, спасаясь от жары, зашло глубоко в воду. Они стояли неподвижно, их массивные тела были наполовину погружены в прохладную влагу, а на мордах читалось то абсолютное умиротворение, которое можно встретить только у животных, живущих в ладу с окружающим миром. Дэйв вышел из машины, достал камеру и облокотился на изгородь, намереваясь сделать несколько кадров для своего архива. Он ожидал увидеть ленивую идиллию, но его внимание привлекла одна корова, которая вела себя совершенно иначе. Пока все стадо наслаждалось прохладой пруда, эта корова, на ее ухе Дэйв позже разглядел бирку с именем Фло, металась вдоль забора на суше. Ее поведение было не просто странным, оно было пугающим в своей нетипичности. Фло не стояла на месте ни секунды. Она рыла землю копытами, поднимая облака сухой пыли, и издавала резкие, надрывные звуки, которые совершенно не походили на обычное коровье мычание. В этом зове слышалась тревога, граничащая с паникой. Дэйв, поначалу решивший, что животное просто страдает от жары или оводов, начал внимательнее наблюдать через объектив. То, что он увидел дальше, заставило его отложить камеру. Фло подошла к самому краю ограждения, отделявшего пастбище от дороги, и замерла, глядя прямо на Дэйва. Это был не пустой, отсутствующий взгляд домашнего скота, к которому привыкли многие. В ее огромных карих глазах светилась мольба и какое-то пугающее, почти человеческое осознание беды. Фло начала совершать действия, которые ученые-этологи называют референциальной коммуникацией. Это способность одного существа намеренно направлять внимание другого на конкретный объект или событие. Корова смотрела на Дэйва, затем резко поворачивала голову в сторону высокой травы в придорожной канаве за пределами забора. Снова на Дэйва, снова на траву. Она повторяла это движение раз за разом, сопровождая его короткими, нетерпеливыми призывами. Она буквально указывала ему, куда смотреть. Повинуясь этому странному, почти мистическому призыву, Дэйв подошел к самому краю дороги и начал вглядываться в густые заросли сорняков и полевых цветов. И тут он увидел его. В глубокой канаве, скрытой высокой травой, лежал новорожденный теленок. Малыш был настолько мал, что пуповина у него еще была мокрой. Он лежал неподвижно, покрытый дорожной пылью и остатками родовой слизи. Оказалось, что Фло, искавшая уединение для родов, выбрала склон холма у самого края пастбища. В процессе появления на свет теленок просто скатился по наклонной траве и пролетел под нижней проволокой электрического забора, оказавшись на свободе, но в смертельной ловушке. Он был слишком слаб, чтобы подняться, а любая его попытка потянуться к матери приводила к тому, что он касался провода под напряжением. Электрический пастух бил его током, заставляя отшатываться назад в пыль дороги. Мать и дитя разделяли считанные сантиметры, но это были самые непреодолимые сантиметры в их жизни. Дэйв оказался перед тяжелейшим выбором. Он понимал, что теленку нужно молозиво, первое молоко матери, без которого его иммунная система просто не включится. Время работало против них.
Кроме того, теленок лежал всего в метре от проезжей части, и любой проезжающий грузовик мог напугать его так, что он бросился бы прямо под колеса. Но вмешаться означало пойти на риск. Электрический забор был рассчитан на то, чтобы остановить многоцентнеровое животное, и удары тока для человека были крайне болезненными. К тому же Дэйв не знал, как поведет себя Фло. Если корова решит, что он хочет причинить вред ее ребенку, она могла снести забор и раздавить его в одно мгновение. Но, глядя в глаза Фло, Дэйв почувствовал что-то, что невозможно объяснить логикой. Он понял, что она не нападет. Она просила о помощи, и она была готова довериться. Дэйв начал действовать. Он подошел к проводам, чувствуя, как его сердце колотится о ребра. Запах озона от электрических импульсов смешивался со сладковатым запахом прелой травы. Он схватился за провода, стараясь максимально приподнять их, чтобы создать проход. Первый удар тока пронзил его тело, заставив мышцы рук непроизвольно сократиться. Это была резкая, выбивающая из колеи боль, но он не отпустил. Он прижал провода кверху и начал другой рукой подталкивать теленка. Малыш был мокрым и скользким. Он не понимал, что происходит, и его слабые ножки разъезжались на земле. Каждый раз, когда теленок или сам Дэйв касались проволоки, их обоих прошивал электрический разряд. Фло в это время стояла вплотную к ограде. Она не мычала, не проявляла агрессии. Она просто наблюдала. Ее ноздри раздувались, а дыхание было тяжелым и горячим. Она словно понимала, эта боль – необходимая цена за спасение. Этот момент стал для Дэйва откровением. Он видел, как животное подавляет свой мощнейший материнский инстинкт защиты территории ради того, чтобы позволить чужаку прикоснуться к своему первенцу. Это был акт высочайшего доверия и сложнейшего анализа ситуации. Наконец, теленок пересек границу. Как только он оказался на траве пастбища, Дэйв отпустил провода и отшатнулся, переводя дух. Руки немели, в ушах звенело, но сцена, развернувшаяся перед ним, стоила любой боли. Фло бросилась к теленку. Она не просто обнюхивала его, она начала неистово вылизывать его, издавая тихие воркующие звуки, которые Дэйв никогда раньше не слышал у коров. Это была колыбельная, полная нежности и облегчения. Малыш, почувствовав тепло материнского языка, начал делать первые попытки встать на ноги, и уже через несколько минут он нашел источник жизни – теплое вымя. Дэйв не уехал сразу. Он чувствовал, что эта история еще не закончена. Он нашел владельцев фермы, которые, как выяснилось, даже не подозревали, что Фло отелилась. Вместе с фермерами он вернулся на пастбище, чтобы помочь провести необходимые послеродовые процедуры, обработать пуповину йодом и закрепить бирку. И здесь произошло то, что окончательно убедило его в невероятном интеллекте этих созданий. Когда они подошли к Фло, она не проявила ни капли беспокойства. Обычно коровы стараются спрятать новорожденных от людей, но Фло вела себя так, будто приглашала Дэйва в свой круг. Она подошла к нему, обнюхала его камеру, а затем медленно и осознанно посмотрела ему в глаза. Это был взгляд благодарности. Это не было случайностью или совпадением, это было признание. Животное запомнило его как того, кто откликнулся на ее зов в момент высшего отчаяния. Эта история заставляет нас задуматься о многом. Мы привыкли воспринимать коров как безликие единицы производства, как биороботов, предназначенных для того, чтобы давать нам молоко и мясо. Но современная наука говорит об обратном. Исследования последних десятилетий показывают, что коровы обладают сложнейшей социальной структурой. У них есть лучшие друзья, по которым они тоскуют, если их разлучают. Они способны испытывать радость от решения интеллектуальных задач. Ученые зафиксировали, что у коров учащается пульс, и они начинают радостно подпрыгивать, когда находят способ открыть хитрую задвижку с кормом. Это называется эффектом Эврики. Они обладают великолепной памятью на лица и могут годами помнить человека, который обошелся с ними жестоко или, наоборот, проявил доброту. Фло не просто действовала по инстинкту. Она совершила цепочку осознанных действий.
Сначала она оценила проблему, которую не могла решить сама. Затем она идентифицировала внешний ресурс – человека. Далее она выбрала способ коммуникации, который был бы понятен другому виду. И, наконец, она приняла рискованное решение довериться. Это и есть определение разума – способность адаптироваться и находить решения в нестандартных ситуациях. Разрыв между человеческим и животным интеллектом гораздо уже, чем нам удобно думать. Признание эмоциональной глубины и когнитивных способностей таких животных, как Фло, накладывает на нас огромную ответственность. Мы больше не можем смотреть на них, как на неодушевленные предметы. Каждая из них – это личность со своими страхами, привязанностями и способностью любить. Когда солнце начало клониться к закату, окрашивая поля Онтарио в золотисто-багряные тона, Дэйв, наконец, собрался уезжать. Он бросил последний взгляд на пастбище. Теленок уже уверенно стоял на ногах, следуя за матерью в сторону остального стада, которое возвращалось из пруда. Жизнь на ферме вернулась в свое привычное русло, но для Дэйва мир навсегда изменился. Он понял, что за спокойными, глубокими глазами животных скрывается целый космос чувств и мыслей, к которым мы только начинаем прикасаться. Фло не была удачливой коровой, она была умной матерью, которая совершила невозможное ради своего ребенка. И ее история – это призыв к нам, людям, быть внимательнее к тем, кто не может говорить на нашем языке, но чье сердце бьется в том же ритме, что и наше. Ведь в конце концов, то, что объединяет нас всех, способность чувствовать боль и стремление защитить тех, кого мы любим, гораздо важнее любых биологических различий. Проходя мимо фермерских полей в будущем, Дэйв всегда будет вспоминать Фло. Он будет помнить запах пыли, треск электрического забора и то невероятное тепло, которое исходило от коровы, когда она благодарила его своим взглядом. Этот случай стал для него уроком подлинного гуманизма, который не ограничивается только своим видом. И если эта история заставит хотя бы одного человека иначе посмотреть на проходящее мимо стадо или задуматься о том, что чувствует животное за забором, значит, Фло не зря решилась на тот отчаянный диалог с незнакомцем. Природа полна чудес, и самое великое из них – это не космос или глубины океана, а та незримая связь, которая может возникнуть между двумя живыми существами, когда одно просит о помощи, а другое, невзирая на боль и страх, находит в себе силы ее оказать. Фло и ее теленок остались на своем пастбище, но их история отправилась в мир, чтобы менять наши сердца и напоминать нам о том, что доброта и разум не имеют границ, установленных биологией. В последующей неделе Дэйв часто ловил себя на мысли о том, как легко он мог проехать мимо. Он думал о миллионах таких моментов, которые происходят каждый день и остаются незамеченными. Мы слишком заняты своими делами, своими смартфонами и своими маленькими проблемами, чтобы увидеть грандиозные драмы, разворачивающиеся прямо у нас под носом. Фло спасла своего теленка, но в каком-то смысле она спасла и Дэйва, вырвав его из повседневной рутины и показав ему истинную глубину жизни. Теперь он знал, что каждый раз, когда он нажимает на кнопку затвора своей камеры, он ищет именно этот проблеск души, который он увидел в глазах коровы из Милбрука. Эта история стала его личным манифестом, напоминанием о том, что в мире, полном технологий и отчуждения, все еще есть место для самого чистого и искреннего проявления заботы, которое стоит выше любых слов и любых человеческих достижений. Завершая этот рассказ, стоит сказать, что теленок вырос крепким и здоровым бычком. Фермеры назвали его Рено в честь того самого момента спасения. Он стал любимцем всей округи, а Фло – местной легендой. Но для самой Фло все было гораздо проще. Для нее это был просто еще один день на пастбище. День, когда она сделала то, что должна была сделать любая мать. И в этом простом акте преданности кроется самая большая мудрость, которую природа пытается донести до нас на протяжении миллионов лет. Любовь – это универсальный язык, и те, кто умеет на нем говорить, никогда не останутся в одиночестве, даже если их разделяет электрический забор и тысячи лет
эволюции. Помните об этом, когда в следующий раз увидите корову, пасущуюся на лугу. Возможно, именно в этот момент она решает какую-то важную задачу или просто радуется тому, что ее дети рядом и в безопасности. Мир животных – это не декорация к нашей жизни. Это огромный параллельный мир, полный разума и красоты. И мы лишь гости в нем, обязанные относиться к его обитателям с тем уважением и любовью, которых они, безусловно, заслуживают.